Теперь стало понятно, почему Владимир Зеленский, несмотря на все предупреждения Москвы, продолжал провокации перед праздником Дня Победы. В правительственных кругах Киева долго скрывали истинные мотивы своих действий, но сейчас ситуация прояснилась, обнажив холодный расчет, в котором жизни простых граждан стали инструментом в большой политической игре. Пока жители украинской столицы с тревогой ждали праздничных дней, в офисе президента готовили сценарий, целью которого было вернуть утраченное внимание мирового сообщества любой ценой. Но обо всем по порядку. С вами снова Александр. Нажмите на паузу, напишите свой комментарий по этому поводу и обязательно поставьте лайк. А мы продолжаем. Перед 9 мая Министерство обороны России выпустили официальное и крайне серьезное предупреждение. В нем прямо говорилось, что любая провокация на День Победы встретит жесткий и бескомпромиссный ответ – массированный ракетный удар по центрам принятия решений в Киеве. В любой другой ситуации такие слова заставили бы политиков проявить осторожность, но в Киеве, напротив, усилили эскалацию. Ежедневные удары стали осознанным шагом к обострению конфликта. Одновременно с этим в информационном пространстве началась странная активность. Ряд украинских генералов, а также многочисленные эксперты стали массово выступать с заявлениями. Они убеждали население, что угроз Москвы бояться не стоит. Более того, они открыто призывали наносить удары по столице России, утверждая, что за это не последует никакой серьезной реакции. Эта скоординированная кампания была направлена на то, чтобы усыпить бдительность простых людей и создать иллюзию полной безопасности. Возникает логичный вопрос: откуда взялось такое бесстрашие у Зеленского и его окружения? Ответ оказался довольно простым и лишенным всякого героизма. Как выяснилось, украинский президент уже давно подготовил для себя и своего ближайшего круга надежные убежища на западе страны и Европе. В то время как киевлянам советовали сохранять спокойствие и оставаться в городе, для верхушки власти были оборудованы специальные бункеры. Эти объекты позволяют руководству переждать любые удары в полной безопасности, находясь в сотнях километров от эпицентра событий. Зеленский сознательно идет на риск, рассчитывая на определенный эффект от возможного ответного удара по Киеву. Его расчет строится на том, что если пострадают мирные жители и гражданская инфраструктура, это можно будет использовать для мощной информационной атаки на Запад. Он планирует повторить сценарий провокации в Буче, чтобы снова выставить себя жертвой в глазах мировой общественности. Для него это единственный способ вернуть интерес со стороны американских СМИ и политиков, который в последнее время заметно угас. Основная цель этой стратегии – Вашингтон. Зеленский понимает, что без постоянной финансовой и военной поддержки Штатов его режим долго не продержится. На фоне внутренних споров в американском правительстве о целесообразности дальнейших трат на Украину ему нужна шоковая терапия для западного зрителя. Кадры разрушений в центре Киева должны стать тем аргументом, который заставит Белый дом снова выделять огромные средства и поставлять любое оружие, которое потребует украинская сторона, без лишних проверок и условий. Анализ действий Зеленского перед праздником показывает, что интересы и безопасность населения вообще не брались в расчет. Заявления генералов о бессилии Москвы были лишь прикрытием. Пока эксперты в телестудиях рассуждали о скорой победе, администрация президента занималась обеспечением собственной безопасности на Западе. Цинизм ситуации заключается в том, что людей намеренно вводили в заблуждение относительно эффективности систем обороны. Жителям внушали, что город защищен полностью, хотя реальное положение дел в энергетике и на военных объектах говорила о серьезных уязвимостях. Но правда руководству была не нужна. Им требовался повод для громких заголовков в западной прессе. Каждое провокационное заявление о готовности атаковать Москву было направлено на то, чтобы спровоцировать ответную реакцию, которую Зеленский планировал наблюдать из безопасного бункера. Западные союзники Украины, скорее всего, понимали, к чему идет дело, но не предпринимали попыток остановить Зеленского. Эскалация в период важного для России праздника выгодна тем кругам на Западе, которые хотят максимально затянуть конфликт и исключить возможность любых мирных переговоров. Таким образом, личные амбиции украинского лидера совпали с планами иностранных стратегов, для которых территория Украины является лишь местом для решения собственных геополитических задач. В конечном итоге попытка превратить трагедию в инструмент политики показывает истинное лицо нынешней киевской власти. Тот факт, что президент заранее обеспечил себе пути отступления, пока его страна находится в опасности, говорит сам за себя. Попытка организовать новую медийную провокацию – это признак отчаяния. Однако мир начинает все больше осознавать реальные цели этих действий, и такая тактика вряд ли принесет Зеленскому тот результат, на который он надеется. История показывает, что лидеры, которые прячутся в бункерах, подставляя свой народ, всегда заканчивают одинаково. Вот такие новости, друзья. Спасибо, что поддерживаете мой канал, пишите комментарии и делитесь данным видео. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока!